3 times. И потом Саи Гайатри мантру 3 раза. And Shanti 3 times. И 3 раза Шанти. Please have your questions ready about Swami. И, пожалуйста, We do приготовьте not свои talk вопросы. about anything. И мы, пожалуйста, приготовьте свои вопросы только с вами. Мы больше ни о чем не будете говорить, только о нем. Except Swami, his teachings and his message. Ни о чем больше не будем говорить, кроме с вами, его учений и его послания. And if you want, I shall be happy to share some of my experiences. И если вам будет интересно, я поделюсь с удовольствием своим опытом, своим переживанием с ним. But please refrain from asking any other questions. Но, пожалуйста, воздерживайтесь от того, чтобы задавать любые другие вопросы. Thank you. Спасибо. Я когда спрашивала на 10 особенностей, которые отличают с вами от остальных аватаров, а вчера возник вопрос 16 качеств. Я это пропустила, к сожалению. Yesterday you mentioned about satsang where when you talked about 16 qualities of Paripurna Avatar. So, значит, ваш вопрос в чем? Какие это качества? Да, я хотела. So my question is, what are these qualities of Paripurna Avatar? I mentioned the other day that the 16 qualities cannot be described in one satsang. Я на днях говорила уже, что вот эти все 16 качеств аватара не могут быть описаны в течение одного сатсанга. But we have done it before. Но мы делали это уже с вами на других сатсангах. We can do it again. Можем еще раз сделать, еще раз. And it will not be complete in 1 hour. Но даже часа одного не хватит нам, чтобы говорить об этом. So we will take up the questions that need short answers so that we can accommodate everybody. Поэтому сейчас вы можете задавать вопросы, а я буду отвечать на короткие вопросы, которые требуют короткого ответа, так, чтобы все были удовлетворены.
У меня такой вопрос. Мне тяжело сосредоточиться на образе с вами. У меня такое впечатление во время медитации, что меня, вот я уже погружаюсь, и тут меня выбрасывает что-то, либо я начинаю засыпать, вот как носом. Как мне правильно сосредоточиться вот на образе с вами во время медитации? So, during my meditation, I try to concentrate on the form of Swami, but it's very difficult for me because I can do it only for a short time. And after that, I feel like I start falling asleep, or I feel like something pushes me out of this process. So, what can you advise to do it properly? I advise you to do more and more practice. Я просто могу вам посоветовать больше и больше это практиковать с практикой. That happens to all of us. Это происходит со всеми нами. And so the only solution to that is to sit always in the same place, the same time, and concentrate on the same form so that your mind gets accustomed to those three things and is not diverted or distracted. Единственное решение, единственный ответ на этот вопрос заключается в том, чтобы вы выбрали постоянное место для медитации, садились медитировать в одно и то же время и медитировали на одну и ту же форму. И тогда ум привыкнет к этим трем вещам, и будет легче. You have to repeat the name of Swami. И вам еще нужно повторять имя Свами. Every time you find your mind is running in another direction, И всякий раз, когда ум убегает в другом направлении, don't try to struggle or fight with the mind не пытайтесь сражаться с умом, бороться, to pull it back or control it. чтобы контролировать его или вернуть назад. Repeat his name instead. Просто вместо этого повторяйте его имя. That will help, and automatically when you're focused on his name, the concentration will come. И когда вы будете повторять часто его имя, то и придет и концентрация автоматически. У меня есть дома очень красивая фотография с вами. И когда я смотрю один раз на фото с вами, он белый. Второй раз он совсем темнокожий. Третий раз у него лицо, чуть желтизной. Я думаю, почему так? So I have a beautiful photo of Swami at my home, and I noticed that the color of his face is changing. One day it is white, on the next day it is dark, skin is dark, and next day it is yellowish. Why does it happen? What is this? That is one of the qualities of Swami. Это одно из качеств Свами. We used to see this in the darshan in the old days. One day his skin will look almost dark blue. Sometimes it looks brown, sometimes it looks very light colored. But why it changes, I don't know. But we have experienced it. Дело в том, что еще в те давние времена, когда мы были вместе с вами, мы замечали, что цвет его лица меняется на даршине. То оно такое коричневое даже может быть, или темно-синее, или сияние, одно сияние, свет идет из лица. Мы это заметили, но чем это объяснить, я не знаю. Мы это наблюдаем. Вот часто говорят о том, что должна быть как бы одна и та же форма. Что имеется в виду? То есть есть масса фотографий, масса его изображений. И что имеется в виду, мне очень интересно. То есть вот меня окружают такие фотографии, вот как у нее стоят на алтаре. Дома такие же. Да, то есть я должна все время видеть его лицо именно таким, либо вот
Вы имеете в виду концентрация на одной какой-то фотографии, да? Ну вот, да, что имеется в виду концентрация на одной и той же форме? Yes. You said that it's better to concentrate on one and the same form. What do you mean? The same picture of Swami? You mean the same one and the same picture of Swami? I shouldn't change his image while concentrating on his form during meditation. I'm not talking of a picture. I'm talking of the form of Swami. Я не имею в виду конкретное изображение или какую-то фотографию, я просто имею в виду форму Свами. Ну да, как бы форма его меняется и от возраста, и, в общем-то, от времени, и одежды. Ну, живя здесь, это очень как бы легко сделать, нам это немножко сложнее. То есть у меня есть одна фотография, я ее все время себе представляю. Но когда я прочитала в книжке о том, что надо представлять одну и ту же форму, вот у меня как бы вот, ну это я разъясняю, почему у меня возник такой вопрос. The thing is that there are many pictures of Swami of different ages, in different robes, and I also read in the book that it's better to concentrate on one form, but I couldn't understand what is meant, what form. You pick any form, any pose that you like, and concentrate on that. Вы просто выберете любую его форму, там, в любой позе, и просто, которая вам больше всего нравится. Вот ваша любимая фотография. Да, да. There are thousands of pictures of Swami, but we can't remember all of them. Everyone more beautiful than the other. Есть тысячи фотографий с вами, одна лучше другой, и мы не можем все помнить и знать. So choose the one that you like the best and use that for your meditation. Просто выберите ту, которая вам больше всего нравится, и используйте ее для медитации. Thank you. Я научилась, я так думаю, я не утверждаю это приблизительно, ровно разговаривать с людьми. Чтобы мне не говорили, я стараюсь видеть в человеке всегда с вами. Just a minute. So, I hope I have learned already to speak to people sweetly, gently, and not to react aggressively or negatively. И стараюсь всегда передать столько любви, сколько я могу передать. And I always try to send as much love as I can from inside. Это происходит спокойно. And it happens very calmly. Когда я увидела вас, я начала плакать. And when I saw you for the first time, I began to cry. Почему? Why? Я вот сейчас смотрю, и я хочу плакать. I'm looking at you now, and I feel like weeping Это again. слезы радости, благодати. And my tears are expression of bliss and love and gratitude. I understand. Thank you very much. Я понимаю это. Спасибо большое. I want to see everybody smiling and happy. Я каждого хочу видеть улыбающегося и счастливого. But I understand what tears of bliss are. И я понимаю, что такое слезы блаженства. Because when I hear the name of Swami, Потому что всякий раз, когда я слышу имя с вами, the tears flow down my face. слезы текут по моему лицу. So I understand. Поэтому я понимаю And вас. it's nothing for us to be ashamed about. И этого не нужно стыдиться. It is a fact that it's His love which is all pervading. And when we open our hearts and the love from our hearts go out to meet His, due to the heart-to-heart connection we have, that is the reaction.
Это говорит о том, что его любовь, она пронизывает все, она вездесуща. И когда ваше сердце открыто, оно встречается и с его любовью. Вот так, поэтому возникает такой эффект. It's a feeling beyond words. И это чувство, это переживание, оно находится за пределами слов. No words are needed. Никакие слова уже не нужны. Я хотела сказать, что я вот вчера была первый раз, а книгу дали прочитать до прихода. Всю прочитали Да, уже? всю прочитала. So yesterday I came for the first time for your satsang, and before that I had read your book completely. Это к вопросу о слезах. So your words about it is reminded me of it. Я когда просто открыла книгу и ее начала читать, даже просто книгу, у меня местами постоянно текли слезы. When I opened your book and began to read it, I found myself weeping. I found myself crying several times. When reading the book, I did it. И когда я ее прочитала, я сказала: Боже мой, как жаль, что она закончилась. Что And она... when I finished the book, I said, my God, it's so pity that the book has finished. И своей подруге сказала, с которой мы сейчас живем вместе, что достаточно прочтения вот одной книги. Кто вот только приходит к с вами, что достаточно прочитать вот одну книгу или даже какую-то часть. And I shared with my roommate, with my impressions of this book, I told that it's enough to read only this book to get to know about Swami. И опять вот это слезы. Я к Бабе пришла только в 2013 году. I came to Swami in 2013. И как это произошло, я слушала мантру Асата Ма, то есть я искала мантру Триапака, а вышла мантра Асата Ма. Я ее начала слушать. It happened that I was looking for Triambaka mantra and I found a Vedic mantra Asatoma Asatgamaya. Где ее поет сам Саи Баба. Yes, and Sai Baba was performing it, was chanting himself this mantra. И вот я ее только начала слушать, вот только, у меня ручьем просто потекли слезы. Вот в груди было реальное ощущение, что как будто раскрывается ароматный цветок. И состояние любви вот потом до часа 2 не проходило. Я про Саи Бабу вообще ничего не знала. Before that, I hadn't known anything about Sai Baba. But when I heard this mantra, he was chanting this mantra. When I heard it for the first time, immediately I began to cry and I could see like a big flower inside me was blossoming. Вот поэтому слезы, ну, состояние радости и любви это было просто So непростое. tears were there and I felt joy and bliss at the same time. А вопрос такой, с вами же он очень любил шутить всегда, да? Yes, my question is, I know that Swami liked to joke. И что вот самое веселое такое, или как он пошутил? Can you tell us, can you share with us one of his jokes? A gentleman had come to Puttoparti for the first time, and he was a bodybuilder with a very muscular frame. He was very tall and very handsome, very conscious of himself and his good looks. And when he got an interview with Swami, he asked Swami that when you could have had anybody, why are you like this in this small frame? So Swami knew that this man was so conscious of himself, and also that he was very interested in attracting people. So Swami said, the ladies like this form. So everybody in the interview room
were laughing because Swami made a very pleasant joke out of it. He knew what was in the other man's mind. Of course, he understood. Однажды в Ашрам Милайм приехал один джентльмен, который занимался бодибилдингом. Он очень гордился собой, был уверен в своей красоте, в своей внешности. И с вами однажды пригласил его на интервью. И на интервью он спросил с вами: ты же мог выбрать себе любую форму, какую хочешь, почему вот такую выбрал? Такой маленький. А с вами говорит: а женщинам нравится. И все на интервью рассмеялись, и, потому что он знал, что у этого человека на уме, он знает, что у каждого в голове. Первый раз, как вы его увидели, как произошло знакомство? Я книгу еще не прочитала. I haven't read your book yet, so can you share with us your first impression of Swami when you saw him for the first time? When I saw Swami for the first time, I was 8 years old. Когда я увидел Swami в первый раз, мне было 8 лет. And we went to Whitefield for his darshan. Мы приехали в Уайтфилд на даршан. My mother's sister, my father and myself. Моя мать, сестра матери, мой отец и я. I was asking my mother why Swami had this strange hairstyle. Я спросила у мамы, а что это за странная прическа у Swami? And why it is looking so bushy. И почему его волосы такие лохматые? My mother didn't like me making any personal remarks. А моя мама не любила, когда я делала какие-то личные замечания. So she told me, be quiet. Поэтому она сказала, помалкивай. Sai Baba knows everything. Саи Баба говорит, все знает. And if you talk about his hair and dress, he will be very angry with you. И если ты осуждаешь его волосы, одежду, он очень рассердится на тебя. So, all along the drive in the car, I was afraid that Sai Baba was going to scold me. Поэтому по дороге Whitefield, on the way to Whitefield, right? Yeah. В машине я все время боялась, что он будет ругать меня, зная о том, что я сказала. But I could not sit in the car, they took me inside for darshan. Но я в машине не могла остаться, как хотела, и они меня потащили на даршан. After some time, there were about 30 people for darshan. Swami came out. Через некоторое время вышел с вами, а тогда на даршане было около 30 человек только. And when I saw him coming from a distance, I hid behind my mother. И когда я увидела на расстоянии, что с вами приближается, я спряталась за маму, so that Swami should not see me. чтобы с вами меня не увидел. And he came slowly, gracefully, А он подошел медленно, грациозно. and he spoke to my mother and my aunt, who was 104 years old. И он поговорил с моей мамой и с моей тетушкой, которой уже было 104 года. And he quietly walked past us. И он тихо прошел, ушел от нас. When I thought it was safe to come out, И когда я подумала, что уже пора выходить, безопасно выходить, from behind my mother, потому что она стояла в это время все за мамой, уже можно выйти. I was mistaken. Я ошиблась. Swami turned round С вами оглянулся
And in 2 steps he was in front of me again. И 2 шага, и он был снова передо мной. But he didn't scold me. Но он не ругал меня. He was all love and sweetness. Он просто был самой любовью и сладостью. He put his hand on my head Он положил руку на мою голову and he said to me in Hindi и сказал мне на хинди, that everything will be all right. он сказал, что все будет в порядке. You have Swami's grace. На тебя проливается милость с вами. And he was gone. И ушел. I began to cry Я начала плакать. and cry and cry. For 2 Плакала, hours I was crying. плакала без конца 2 часа нон-стоп. I could not express the feelings in my heart. Я не могла описать чувства, как то, что у меня творилось в сердце. I was only listening to his voice over and over again. Я только слушала и слушала его голос снова и снова. And from that day, his voice pulled me towards him. И с тех пор его голос постоянно привлекал меня к нему. I still remember every detail so clearly. И я до сих пор помню все детали так ясно. I never met anyone in my life who could be so loving and so tender, so kind and compassionate. И я никогда больше в своей жизни не встречала ни одного существа такого любящего, такого нежного, такого сострадательного и такого доброго. That was the most memorable day, I think, of my life. My first darshan of Swami. Это был незабываемый день в моей жизни. Первый даршан с вами. Когда-то бывали сомнения, что с вами не есть Бог? Did you have? Извини, сразу. Have you ever had doubts that Swami was not God? No, never. Никогда. I didn't know what God was when I was 8 years old, of course. Мне было тогда 8 лет, и я на самом деле не знала, что такое Бог. But Swami was everything to me. Но с вами был всем для меня. And I think being everything is God. А я тогда и подумала, что если он для меня все, значит он и есть Бог. Both are the same. То есть это на самом деле одно и то же. I want everybody to experience that joy, that happiness, that love. Я желаю, чтобы каждый получил вот такой же опыт, вот этого счастья, вот этой любви. It is possible. И это возможно. Even though he may not be in the physical body, И это возможно даже сейчас, когда он не в физическом теле. Swami is eternal. Swami He's immortal. Он Forever. бессмертный и он вечный. Он существует всегда. You have to open up your hearts. Вам просто нужно открыть сердца. The sunshine of his love must enter into your heart. Чтобы- Open up those doors. Don't keep the doors closed. You are the loser. Чтобы солнечный свет его сердца вошел в ваше сердце. Для этого нужно открыть эту дверь. If you take one step, Swami will take the remaining 1,000 steps to you. He is waiting for each and every one. И если вы сделаете один шаг навстречу к нему, то он сделает все остальные 1000 шагов. Он просто ждет этого. So please don't waste your lives, don't waste your time on useless, meaningless pursuits.
Поэтому не теряйте свою жизнь, не тратьте понапрасну свое время на какие-то бесполезные вещи. Give up wrong thinking, bad habits. Расстаньтесь с какими-то вредными привычками, уйдите, пусть уйдет негативное мышление. Lead a pure, clean life. И ведите чистую жизнь, и физически чистую, и чистую внутри. Follow the 10 commandments that Swami И has вот given us. эти правила, которые с вами нам дал 10, которые позади вас, да, следуйте им. Then you can be in bliss all the time. И тогда вы будете в состоянии блаженства постоянно. Вопрос такой. С вами един с вами, един с вами, или он отделен от вас? Is Swami and you are one, or he is separate from you? We are one. Мы одно целое. Как этого достичь? How can we achieve that? Love with all your heart. Любить его всем сердцем. Love is the best sadhana. Потому что любовь — это и есть лучшая садхана, лучшая духовная практика. Swami and you are one. Потому что с вами и вы, каждый из вас, Everyone here. имеется в виду каждый человек, это одно целое, это одно и то же. The only thing is that we don't know or we don't accept. И единственное, что не позволяет нам это переживать, это то, что мы не знаем этого или не принимаем это. When you think you are God, you will behave in a divine fashion. Если вы думаете, что вы Бог, что вы есть божественность, тогда вы ею и становитесь. If you think you are a human being, then you are allowing animal and negative qualities to be a part of your nature. И если вы думаете, что вы просто человек, тогда вы позволяете негативным качествам и животным качествам быть частью вашей натуры. We have to look above, not below. Нам нужно смотреть вверх, выходить за пределы, а не вниз. Basically, because the Paramatma and the Atma in us is the same. Параматма и атма, которые внутри нас, это одно и то же. This Atma is a fragment of the Paramatma. Это атма внутри нас, это фрагмент параматмы. But it is covered by ego. Но она покрыта эго. We have collected this ego from our birth until now. И мы собирали, буквально коллекционировали, умножали это эго с самого рождения до настоящего момента. Break that ego like you break a coconut. И разбейте это эго, как вы разбиваете кокос. Inside is the beautiful nut. Inside is the beautiful soul, which we have to give back to him. А внутри находится та вкусная часть ореха, находится прекрасная душа, которую мы должны предложить ему. Is it okay? Is it satisfied? Вопрос к вам. Вы довольны ответом? Доволен, потому что это ответ не только для меня, для всех. Yes, I'm very satisfied with your answer because I know that everybody has the same question. Good.
we are all one. We are no different from each other. Мы не отличаемся друг от друга, мы одно целое. В нашей жизни было много бесплатных божественных опытов. Я думаю, большинство из них, конечно, не вошло в эту книгу. Можете вы с нами поделиться этими сокровищами? So we know that you have a lot of divine experience, and you couldn't put all your experience into this small book. Can you share with us other treasures of your divine experience with Swami? You have to wait for the second book. Вам нужно дождаться второй книжки. А будет вторая? Is the second book coming? Yes. Да, вторая книга на подходе. Because, as I told you yesterday, every day is a miracle. Как я вам вчера уже говорила, каждый день это чудо. Every day is so beautiful, so wonderful. Каждый день прекрасен, каждый день удивительный. And I can't put everything into words in 1 hour. Поэтому я не могу в течение 1 часа выразить все в словах. And I want to hear questions from everybody. И я хочу слышать вопросы от всех. I'm not giving a lecture. It is satsang. We participate Это together. сатсанг, поэтому мы должны взаимодействовать. Это не лекция. So just as much as I love to talk about Swami, I love to hear about each one of you too. Я люблю и говорить о Свами, и я люблю слушать о Свами. Я все-таки поддерживаю Тамару. И мы бы с удовольствием бы услышали еще несколько историй о Свами, ваших. Yes. He says, I agree with Tamara with her request to share some more stories about your experience with Swami. I also said I agree with Tamara because we want to hear more and more about your experience with Swami. Он Либрано, Рету, so much interesting. One day, I went for darshan to Whitefield in the morning, and this was before I had to go to office, and I heard that Swami is going to Mumbai. Однажды в Уайтфилде я пришла на утренний даршан, и я это сделал до того, как поехать в свой офис. And Swami had left Mumbai already. No, he was going. He gave us darshan in Whitefield. Окей, и все. И он давал нам даршан в этот день и должен был поехать в Мумбай. At that time, I wanted very badly to travel with Swami somewhere, anywhere. И в то время у меня было такое желание поехать лично с вами куда-то, в любое место. So I began to pray to him to allow me to go to Mumbai. И поэтому я взмолилась ему, чтобы он мне позволил поехать с ним в Мумбай. Swami was leaving Vrindavan in 3 hours to the airport. И с вами через уже из Вриндавана собирался уезжать в аэропорт. And I had to drive back to my office, which was a good 40 kilometers away. Это должно было случиться через 3 часа, и она говорит, я должна была успеть попасть в свой офис, который находился в 40 километрах от Уайтфилда. And I called a gentleman in the airport, and he said, yes, there is a Mr. S.S. Baba
traveling on so and so И я flight. позвонила, чтобы уточнить одному джентльмену в аэропорту, и он сказал, да, какой-то мистер С. Баба вылетает. So I said, please, I must get on the same flight. И я подумала, так, я должна попасть на тот же рейс. So he said, there are only 2 seats left. А он сказал, осталось 2 места в салоне. Can you come immediately? А вы можете прям немедленно приехать? So, like a mad woman, I rushed to the airport. Я как сумасшедшая рванула в аэропорт. There was only 1 seat left on that flight. И как раз на рейс оставалось только одно место. Anyway, I got on that flight. И мне удалось на этот рейс попасть. And the last passenger to come in was Swami. А последний пассажир, который вошел и был с вами. I was so happy because for 1 hour and 15 minutes I could simply keep looking at him. И я была так рада, потому что в течение целого часа и 15 минут я могла просто на него смотреть безотрывно. Swami was sitting right near the entrance door, the first seat. С вами сидела на первом месте, как раз около выхода. And I got a seat on the other side of the aisle. А у меня было место как раз через проход напротив него. And I couldn't believe my good luck. И я не могла поверить в свое счастье, в Well, свою удачу. when the flight took off, we all told the crew that we don't want any breakfast or anything, we don't want to be disturbed. И когда только самолет взлетел, мы сразу сказали экипажу, что нам не нужно ни завтраки, ничего, не беспокойте нас никого. Nobody wanted anything to eat or drink. Никто ничего не хотел ни есть, ни пить. We only wanted to look at Swami. Мы просто хотели все вот так на него смотреть. And then I got up. I had a book in my hand about Swami. А у меня в руке была книжка о Свами. And I took it to Swami. I asked him to sign. Я подошла к нему с книгой и попросила подписать. So he said, wait, И он сказал, подожди, come again. потом еще раз подойди. So I went and sat in my seat. Я вернулась на свое место. After a few minutes, he called me. Через несколько минут он меня позвал. And he put his feet out like this. И он вот так стопы And I was able to touch his feet. вытянул вперед и позволил мне сделать паданамаскар. And he signed the book. Он подписал книгу, He spoke a few words to me. сказал мне несколько слов. And everybody was so happy on the flight. И все были так рады, все те люди, которые летели с ним. Finally, when we reached Mumbai, there was a car waiting for Swami. И в конце концов, когда мы прибыли в Мумбай, машина уже поджидала с вами. And of course, he was the first person to leave the aircraft. И, конечно, он был первый, кто покинул самолет. And everybody was jumping with joy, with happiness, А все уже выпрыгивали с радостью за ним. to have such a wonderful darshan for so long. Это был такой прекрасный даршан и такой долгий. He had spoken to many people И он говорил во время полета со многими людьми. during those minutes on the plane. Вот эти все долгие минуты в самолете. Well, then I went to buy my return ticket. I went into the airport and I took the next flight back to Bangalore. И потом я пошла в кассу, чтобы купить обратный билет в Бангалор. So that was another memorable experience with him. Вот такой еще был незабываемый опыт с ним. It was so beautiful. Это было так
Здорово. Так прекрасно. То есть у нее не было никаких дел в Мумбаи, она просто летела со Свами, чтобы... So you went by plane with Swami because you could afford. You were not busy. You were not busy in I your left office. I left Я все everything. оставила, я все бросила. It was the only opportunity in my И life это была единственная возможность в моей жизни полететь с travel. ним вот так, вместе со to Свами, travel with him. So путешествовать с ним. I came back the same day and Просто я вернулась в тот же день. no harm done. Everything was fine. Все было отлично, никаких проблем. It was Swami's arrangement because there was only one seat finally. Конечно, это было его приготовление, это была его воля удержать одно место для меня. When you have his blessings, the impossible becomes possible. Anything can happen. Когда мы имеем его благословение, то невозможное становится возможным. Все может случиться. So we must be worthy of his blessings. Поэтому мы должны быть достойны его We must благословения. be like good children. Мы должны быть просто хорошими детьми. Never disappoint him. И никогда его не разочаровывать. Never cause him pain. Никогда не вызывать у него Never be indisciplined. боли или не быть недисциплинированными. Never entertain any negative behavior. И не демонстрировать никогда плохого поведения. The more perfect we try to be, the nearer he will come to us. Чем лучше мы становимся, чем больше мы стараемся стать лучше, тем ближе мы к нему. He is waiting to embrace everybody with Потому что open он arms. ждет обнять каждого, чтобы обнять каждого. But we are running after money, and wealth, and position. Но мы гонимся за деньгами, за положением, за роскошью. That is not permanent. Эти же вещи, они приходящие. The only thing, the only one that's permanent is one. Потому что единственное, что постоянно, это сам с вами. Я хотел поделиться с вами и также спросить. У меня был такой опыт, я попал один раз на интервью, самое первое, которое было у меня. И с вами оказался передо мной, он до такого роста, вот такого. И головушка его оказалась передо мной. И почему-то я его поцеловал в волос. So, I would like to share my experience, which I had with Swami, and I want to tell you about the first interview. When we were standing opposite each other, I could see that Swami is very short, and his head was just opposite my chest. And what I did, I just kissed his head, his hair, because I could do it from above. И волосы, которые казались мне жесткими, оказались нежнее всего, чего я пытался когда-то в жизни испытывать, целовать детей, там, женщин. And I used to think that Swami's hair were hard. But when I touched his hair, it was so tender. It was so silky, tender. Был ли у вас такой опыт, когда вы трогали его волосы, и так ли это? Did you have the same experience when you touched his hair or his body? Did you have the same experience?
every touch, every contact with his hand or with his feet was something very, very special. Каждый контакт физический с ним, или с его стопами, или с его рукой, был особенным. Many times in the interview room, he would sit like this and he would hold my hand in both his hands. Много раз, когда я сидела на интервью рядом с ним, он просто вот так держал обеими руками мою руку. I always sat at his feet. Я всегда садилась рядом с его стопами. And I felt that he was charging me with more power, energy, love. Чувствовала, как он заряжал меня в это время. Шла такая подзарядка меня его любовью, его энергией. And I often felt a tremendous power going through my hand. И я всегда чувствовала, что огромная, мощная сила такая протекает по моей руке. I never felt tiredness after any interview. I always got rejuvenated. Я никогда не чувствовала усталости, никогда после интервью я чувствовала, наоборот, такое омоложение. It was strange, but we used to have a Narayan Seva for 400 people every month from my house, and the cooking vessels were of this size and so high, and I was able to lift boiling hot curry, rice. It was only Swami who was doing it. But nobody was allowed into the kitchen area. I used to be there from 12 o'clock at night to 11 o'clock the next day in the kitchen, repeating Swami's name. Дело в том, что один раз в месяц мы проводили Нараяна Севу. Вы знаете, это когда кормят людей. И я всегда готовила сама с 11 вечера до утра. Готовила еду, больше на кухню никто не допускался. И как мне удавалось поднимать очень большую кастрюлю, наполненную едой. И я даже не знаю, как мне удавалось это делать, я только с вами мог сделать это. It was he who was doing everything. Это был он, который все это и делал. It's not humanly possible for one person to lift that. Потому что никакой человек не может поднять такую тяжелую кастрюлю с едой. And though we prepared food for 400, и мы готовили еду на 400 человек. On some days, 900 people. А иногда и 900 приходили. So Swami can do anything. Поэтому Swami все может. He has often said, you have to be like a flute. Он часто нам говорил, вы должны стать флейтой. So that he can make sweet music like Krishna did. Чтобы он мог играть на этой флейте, как Кришна. All the sensory organs we have to keep very clean and very pure. И все органы физического восприятия мы должны держать в чистоте. When we reach a level of purity, и когда мы достигаем вот этого определенного уровня чистоты, then he will use us as his instrument. И тогда он и начинает использовать нас как свой инструмент. He says, if you are available
I will make you capable. Он сказал, если вы доступны, я сделаю вас способными. If your mind is on going to the latest movie, or you are indulging in worldly, material pursuits, you will lose golden opportunities. И он говорил, если ваш ум занят там просматриванием каких-то фильмов или погружен в мирские какие-то вещи, вы теряете золотую возможность. Movies full of violence and ugliness. И фильмы, в которых демонстрируется насилие, безобразие, have a bad effect on the subconscious mind. Очень негативное воздействие оказывают на подсознание. And give rise to physical ailments. И это приводит к физическим болезням. So everything gets stored within us without our realizing it. И все, что поступает в нас, оно там накапливается, хранится, и мы даже это не осознаем. That's why Swami said, tell me what company you keep, I'll tell you what you are. Поэтому с вами нам часто говорил, скажите, в какой компании вы водитесь, и тогда я вам скажу, кто вы. So we must not mix with people who have got bad habits. Поэтому мы не должны смешиваться с людьми, у которых вредные привычки. We may remain far from them. Мы должны подальше от них держаться. Not react to them. Не реагировать на них. But not let them affect us. Но не позволять им воздействовать на нас. It is very easy for the mind to get polluted. Потому что ум очень легко может загрязниться снова. Because negative aspects have got a fatal attraction. Потому что негативные аспекты, они имеют силу притяжения. Repeat the name of Swami whenever you feel that your mind is going in the wrong direction. И всякий раз повторяйте имя с вами, когда вы чувствуете, что ум идет в неправильном направлении. When we repeat his name, и когда мы повторяем его имя, the temptation to do wrong will go away. И тогда искушение исчезнет, уйдет. Last year, 1 year back, there was a gentleman who was an alcoholic in America, and he was very sick. Год назад в Америке жил человек алкоголик, и в то время, как раз вот год назад, он был очень болен. Accidentally, he found my book in his mailbox. И случайно он обнаружил мою книгу в своем почтовом ящике. And he and his friend were going to the bar in the evening, as it was their regular practice. И как раз в тот вечер, того же дня, он со своим другом направлялись в бар, как они обычно делали. He put the book into his bag and took it to the bar. Он положил книжку в свою сумку и пошли в бар. Взял сумку в бар с собой. And while the drinks were to come, he turned the pages of this book. И пока вот они заказали напитки, готовились, они пока сидели такие за стойкой и книжечку листали. He could not understand who that was on the cover, and he was curious. Он не знал, кто такой на обложке.
чье изображение на обложке, и у него появилось любопытство. He began to read it in the bar. И он начал книжку читать прямо в баре. And for the first time, he forgot to take his drink. И в первый раз в своей жизни он буквально забыл выпить то, что заказал. He left his friend there, went back to the apartment, and finished the book by reading all night. И он оставил своего друга, вернулся в свою квартиру и дочитал книгу до конца, до утра. From that day, he never touched another drink. И с того дня он больше не прикасался к спиртному. This happened to him on October 2nd, 2014. Это с ним случилось 2 октября 2014 года. He sent me an email on October 2nd, 2015. И он мне прислал имейл год спустя, 2 октября 2015 года. That because of Swami's book, he has not taken a single drink for 1 year. В этом послании он упоминал, что с тех пор, когда он познакомился с вами через эту книгу, он больше никогда не прикасался к спиртному. He started doing seva for people who are worse than him. И он стал помогать людям, кто еще более в худшем положении находился, чем он. He used to go to the Alcoholics Anonymous programs with his friend. И он часто посещал вот эти общества, как мы называем, анонимных алкоголиков. So that he also may be cured. И это он делал для того, чтобы эти люди тоже могли излечиться. He was so happy that his life has changed, his family has accepted him again. И он был так рад, что его жизнь изменилась, и семья снова приняла его. And though he has never seen Swami, и несмотря на то, что он никогда не видел с вами, he is doing very good seva in America. Он сейчас делает очень большую силу, бескорыстное служение в Америке. He wants as much information about Swami now as possible. И сейчас он как можно больше хочет узнать о Свами. He's a changed person. Благодаря вот этим изменениям. This is the transformation that Swami wants. Вот такую трансформацию, такие изменения с вами хочет, чтобы имели место. Swami wants each one of us to give up our bad habits. С вами хочет, чтобы каждый из нас расстался с вредными привычками. You cannot cheat Swami, you cannot cheat yourself. Вы не можете обмануть с вами и не можете обмануть себя. You have to be true and make a sincere effort to be a better person. Поэтому нужно быть правдивыми и искренними с самими собою и делать определенные усилия. As this example shows. И этот пример нам показывает. That is the purpose of that book. Вот в чем цель этой книги. Трансформация. That little book has got Swami's teachings, has got some miracles to support those teachings, and it shows how much love Swami has got for the most insignificant of people of his creation. He makes no difference. И в этой книге изложено все учение с вами, много чудес, которые как бы подтверждают его учение, и мы узнаем, какое внимание и заботу он проявляет к самым, казалось бы, незначительным людям. It is all because of his pure, unconditional love. И это происходит только благодаря его чистой, безусловной любви. Even the hardest rock will melt under the power of his love.
И даже самая твердая, самая крепкая скала буквально расколется под влиянием его любви, под влиянием силы его любви. I think our hearts are not made of stone. А я надеюсь, что наши сердца не сделаны из камня. So we can give it to Swami И мы должны отдать их с вами in a pure, perfect condition. и отдать их в чистых, буквально чистые и ну просто вот отдать чистые сердца. Просто здесь сказано, что в условиях. Отдать ему чистые сердца. С вами на Даршан, когда проходили Даршан, у него есть такое интересное движение. Что оно означает? I watched Swami's darshan and I noticed that he used to make such a movement with his hand. What does it mean? What was he doing at this moment? It means that he is elevating all the people who were there present at darshan time. Это значит, что в это время, вы имеете в виду вот это движение, да? Когда он делает это движение рукой во время даршана, это значит, что он поднимает людей, всех, кто присутствует на даршане, он им помогает подниматься. Духовно, да, энергию поднимает. А вот типа как пишет что-то. Sometimes he's writing something in the air. Yes. What when Swami writes like this, it used to mean, for example, he looked at me and he wrote something. And it was an indication that he has given an instruction to somebody to do something for me. Instruction for somebody to do something for you. Yes. Not instruction for you, but for somebody. Yeah. Когда он смотрит на меня и пишет что-то, я говорю, у меня был такой опыт, это значит, что он инструктирует кого-то, чтобы кто-то сделал что-то для меня. А я уточнила, не вы для себя, а именно кто-то, чтобы сделал что-то для вас. Для него там все. It was not necessary for us to say anything to Swami if we have a problem. He knows everything. Дело в том, что нет необходимости ему говорить о наших проблемах, потому что он все знает и так. And when Swami came for darshan, there were always other beings like the lesser gods or other very spiritually high people whom Swami would give instructions to go and do some work. They understood by his sign that they have to go and do something for somebody. Когда с вами приходил на даршу, он никогда не был одинок. Присутствовали более, так скажем, вот как сейчас прозвучало, более мелкие божества, а также очень высокие духи, которые ему подчинялись. И когда он писал, он давал свое распоряжение им что-то сделать для кого-то. Когда я ходил по даршану, там ходил, за людей смотрел, и вот совали даже свои письма люди. У одних он брал письма, а у других не брал письма, понимаешь? На одних посмотрит даже вот так ласково, а на других вот такими колючими, строгими глазами, как я рядом была, вот где-то в этой кучечке. Я чуть не упала вообще, так на мой взгляд. Вы были, когда он в физическом теле был, да? Вы сами лично? Да, я была. Ваш вопрос?
Да, да, вот что, собственно, который письма он берет, что он с ними делает. Или он списывает карму в какой-то степени, или что. Когда он берет, это не все письма, правда. So I was at the darshans when Swami was in his physical body, and I noticed that he took some letters he rejected. Sometimes he looked at some people very gently, very sweetly. Sometimes he looked at other people very strictly, and he was very serious. What was going at that moment? And especially, what did he do with the letters? Why did he take letters from some people? Excuse me. Вы уходите? Прасадам. Вы должны взять просад обязательно, потому что Please, приготовила. Two Пожалуйста, minutes. присядьте. 2 minutes. Еще 2 минутки. We finish at 9 o'clock. Мы закончим в 9. Полдевятого. So, 9? Полдевятого. Куда? вы в Ашаме живете? Не встреча осталась. He has another appointment at 8 o'clock. He has another appointment. At 8 o'clock. Oh, it's past 8 already. Как уже больше 8. So, what's your decision? Ваше решение, вас остается ли как? Вы еще встретились? He says that he has to go, but he hopes to see you again. Is it possible to see you again next time? Of course. You're most Конечно. welcome anytime. Добро пожаловать в любое время. Thank you very much, Sarah. Okay, Sai Ram. Спасибо. Please come again. Пожалуйста, приходите еще. So what was going on during the darshan when he chose letters, when he looked in different ways, different people? When Swami looked at anybody, he could see the past and the present and the future of that person. Когда Свами на кого-то смотрел, это значит, в этот момент он видел прошлое, настоящее и будущее этого человека. He could see how good or bad the person is. И он мог видеть, насколько этот человек хорош. Nothing was ever hidden from him. И от него ничто не могло быть скрыто. Sometimes he would not take the letters because some people would write the same problem 100 times to him. Иногда он не брал письма только потому, что он знал, что уже в 100-й раз он пишет в этом письме об одной и той же проблеме. Sometimes they only wrote his name 500 times and gave it to him. Иногда преданно писали 500 раз его имя, есть такая практика, вы знаете, пишется имя, и отдавали ему. So he knew the contents of every letter even before they brought it to him. When the letter is being written, Swami is there and he knows everything. Он говорит, что он знал содержание каждого письма еще до того, как он его брал, и он знал уже о том, что вы пишете. Когда пишут, он знает. Yes, but if he knows everything, why did he choose some letters? And some letters were rejected. You can't say it's rejected. It is possible that the matter written in that letter has already been attended to. It doesn't need a second. Ага. Это не значит, что он отвергал какое-то письмо. Это могло значить, что уже вопрос какой-то решен. Или решится. Ну вот она в прошедшем времени сказала.
Многие из нас наблюдали, как он давал пощечину. Причем со стороны это выглядело такая хлесткая пощечина. Что означал этот жест? Sometimes we saw Swami giving a slap on the cheek, like this. What did it mean? That he loves you very much, like you're a little child. Это значило только, что он вас очень любит и что он относится к вам как к маленькому ребенку. В последнее время очень мечтала об этой пощечине. So, I dreamt of this slap. Beautiful. Прекрасно. У меня общий вопрос. Он такой, многие старые преданные, даже присутствующие здесь, ведут работу с другими людьми. И один у нас путь – это проповедь. Ну, то есть мы проповедуем, рассказываем о славе, также и много-много. Но людей-то 7 миллиардов. А 7 миллиардов это такое большое число, никто не представляет. 2 жизни надо, чтобы посчитать. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. До 7 миллиардов. Вот какие будут рекомендации нам, как нам все это делать? Послание. Да. Послание еще больше. Да. So many long-time devotees of Sai Baba, and some of them are present here, spread his message. But there are so many people on the planet Earth, about 7 billion people. So how can we do our best to spread his message as much as possible, as more as possible? Your recommendation. Yes. What can you advise? Spend every moment loving in action. Каждый момент своей жизни пусть ваша любовь проявляется в действии. Do everything with love for everyone. Делайте, That is the best example that you can set in the world. делайте все с большой любовью, все то, что вы делаете для других, и это будет большим примером, наглядным примером для остальных. It's not enough to talk. We have to live his teachings. Нам недостаточно говорить только о нем. Мы должны следовать его учениям и буквально проживать его учения. He said, my life is my message. Он сказал, моя жизнь и есть мое послание. We have to make the message a part and parcel of our lives. И поэтому мы свою жизнь и должны сделать его посланием. Его послание должно проходить через нас. Practice, practice, practice. Everything is practice. Практика, практика, все нужно практиковать. Я хотела спросить, вот каждый шиваратри, сейчас как раз в преддверии шиваратри, Баба, ну не каждый, но вот многие годы он рождал лингам. Вот, по-моему, в 2005 он не рождал, и последний был лингам в 2006. Вот, последний лингам в 2006, причем он родил утром его, не вечером, как обычно. В 5 он не рождал лингам. В 6 он родил, это было видно было, он целый час вот это все продолжалось, и мы даже испытывали вот эту боль, ему было очень тяжело. И, кстати, вот об этом последнем лингаме нигде ничего не было сказано. Вот может ли она что-то сказать? И вообще вот этот сам процесс, это же тоже жертва какая-то, это для нас. Это же каждый лингам, это же не просто так. So, Shivaratri is coming, and I have a question about lingam. The last lingam Swami made was in 2006. And we can't read anything about this lingam anywhere. Can you say anything? And what does it mean
to deliver a lingam with so much pain. And we could feel this pain physically also when he was delivering lingam. What kind of process is this and what does it mean? What is the significance of this process? Swami is the creator of the whole universe. Swami – творец всей Вселенной. The lingam is a symbol like the egg which comes out of the Lord. И лингам – это яйцо, и в то же время это символ всей Вселенной, который выходит из него, как из Творца. It symbolizes all of creation that he made. И это яйцо, этот лингам символизирует всю Вселенную, которую он сотворил. No other avatar has ever brought out a lingam. И никакие другие аватары не рождали лингам. That is why Shivaratri is so important. Поэтому Шиваратри – это очень важное событие. And when Swami used to bring out the lingam, he used to bleed. И вы замечали, когда с вами рождал лингам, то to bleed, or to saliva or blood? No blood. Ага. Вы замечали, что иногда даже кровь выходила изо рта вместе с лингамом. He suffered like a woman having labor pains. Like during delivery. Yeah. Right? И он страдал так же, как женщина страдает во время родов. Он ту же боль испытывал. And we could not bear to see that suffering. И нам невыносимо было это страдание наблюдать. So we wept and prayed to him to stop it. Поэтому мы плакали и молили его остановиться. So finally it was discontinued. Поэтому, в конце концов, он прекратил рожать лингам. But we still have to observe that particular night with all proper procedure and devotion and as he wants. Но мы должны праздновать эту ночь. Мы должны следовать предписаниям проведения этой ночи, всем процедурам и особенно проявить свою преданность. Что-нибудь еще? Спрашивают, что-нибудь еще? Are they ready to have dinner time? Dinner now? Ну как, вы готовы для ужина или еще что-то хотите спросить? Я второй раз спрашиваю, прошу перечислить, вот 10 сначала я просила, отличий с вами от остальных аватаров. Вот. Сейчас вот 16. Где-нибудь можно прочитать про это? My first question, а первый раз вы спрашивали на другом, да, каком-то социальном? Про первые 10. Первый день было, сказали ужин, приходи в следующую пятницу. Ага. During one of the satsangs, I asked you about 10 qualities of Sai avatars. What is distinguished Swami from other avatars? And you mentioned 10 qualities. So I would like to know this. No, I want to make a correction. Нет, я хочу сейчас поправить. We have spoken of 10 commandments of Swami. Мы говорили о 10 правилах вот этих. And the 16, no, there are 16 qualities. Есть 16 качеств аватара. Which Swami has got. Paripurna avatar. Который с вами, как парипурна аватар, имел. The 10 qualities are what the avatars in the previous ages, like Sri Krishna, they had. Only a limited number, not 16.
They had lesser number of qualities, but Swami is the only one who came with all the 16 qualities. Другие аватары, как Кришна и Рама, владели только 10 качествами. Они не были пурна-аватарами. Пурна-аватар – это только Свами, который владеет 16 качествами. For example, Rama, Krishna, they were only in places like Dwarka and in Ayodhya. Например, Кришна и Рама, они жили только в одном месте. Один в Двараке, другой в Айодхе. Only in one or two places as rulers. Они были правителями, и они жили только в одном или в двух местах. But Swami is known the world over today. Но с вами известен сейчас по всему миру. Everywhere his name is known as the highest supreme being. И он известен во всем мире как Всевышний, как Всевышнее существо. He is called by many names. Его называют разными именами, but he is one. Но он один и тот же. Был вопрос этот, где прочитать можно о 16 качествах аватара. So my question is, where can I read about these 16 qualities of Paripurna Avatar? Where can I read? Do you know? Can you tell me the source, the name of the book? I don't know, but I can tell you all the qualities. We can do it another day. Но я могу вам сказать о всех 16 качествах. Я опишу, все расскажу от них, но в другой раз. We did it already once, but no problem. Мы однажды уже делали, но мы еще раз проговорим. Очень интересно. Олечка, а ты не спросила все-таки значение последнего лингама? Ага. What was the significance of the last lingam? Of the last lingam Swami delivered in 2006? I don't think it had any separate or different meaning. It is the same. Я не думаю, что последний лингам чем-то отличался по своему значению или посланию от других. Once earlier he had taken out the Hiranyagarbha lingam. Раньше он рождал Хираньягarbha лингам. Sometimes there were 6 lingams, sometimes there were 9 lingams, sometimes 1. Иногда выходило 6 лингамов, иногда 9, иногда 1. And he gave these lingams to different people. И он раздавал эти лингамы разным людям, чтобы они поклонялись им. В 2004 году был лингам, который никому нельзя было видеть, как он в комнате. Анил Кумар сказал. Анил Кумар сказал. Анил Кумар, Саи Baba's translator, told that in 2004 there was a lingam which was not allowed to see anybody. Swami delivered it in his room. Oh, I don't know. Я не знаю. Maybe. Because he knows very well. Потому что Анил Он Кумар сказал, что знает. там негатив был. Один он родил, а 2 маленьких не показал. Сказал, что Да. если он покажет, наши качества плохие вернутся. So, she added that это в 2004, да? That in 2004 Swami made 3 lingams. One of them was shown to everybody, and 2 small ones were not shown. And he said, if I show you, negative qualities will come back to you. Уже в комнате эти 2 маленьких. So these 2 small lingams were
created in his room, not in public. We ladies never went inside Swami's room. Мы, женщины, никогда не ходили в комнату с вами. We were only allowed into the interview room. Нам только позволялось заходить в комнату для интервью. Throughout the years. И это было годами так. And so, what happens inside, we don't know. Поэтому что происходило там, мы не знаем. That's only for the people who are very close to him. Это было известно людям, которые были очень близки к нему Like some of the физически. students or Некоторые студенты, например. we don't know. I don't know. Я не знаю об этом ничего. But many times at Shivratri, I have seen Swami materializing the lingam. I mean, bringing it out to the world, and we were fortunate to have darshan of that. Но много раз во время Шиваратри я наблюдала рождение лингама, буквально вынос лингама изнутри, показ его миру. И нам очень повезло, что мы имели возможность наблюдать его. Ну вот это вот о том лингаме, о котором говорят и Оля, и вы, об этом сразу же сказал Анил Кумар во время самого процесса. Просто с вами, когда сотворил лингам, он показал его, а потом ему опять стало плохо, и его резко увезли в комнату. Увезли с вами или лингам? С вами. Это 2004 год. Да я не помню какой. Я не помню какой, но это хорошо. Четвертый раз Оля говорит. А Анил Кумар всем объявил о том, что там с вами родил еще лингамы, я не помню, два их или сколько, которые негативные качества человечества взяли в себя. Присутствующие там. Да. Ясно, ясно. So they are talking about that Shivaratri when they don't know, they don't remember exactly 2004, maybe later or earlier, when Swami created three lingams. The first one was shown. And это был золотой первый показан, да? Золотой он был? Да, первый Okay, it was the золотой. golden one, and it was shown to everybody. And then Swami, а что с вами плохо себя почувствовала? Then Swami didn't feel well, and he immediately was brought into his room. And then Anil Kumar told what had happened. He explained that Swami created two more small lingams, and these two small lingams absorbed all the negative energy from all the people present in the Kulvant hall. Еще одна деталь. Всегда появлялась его речь после Шиваратри. А в этот случае речи не было очень долго. Потом написали что-то для студентов там и так далее. Ты имеешь в виду четвертый или последний? Я не знаю, пока. Тот, вот этот. And we remember, she says, we remember that after creating those lingams, Swami didn't give a discourse as he used to do. Because after each Makshavratri, he used to give a discourse. And on that year, he didn't do it. They are just sharing. I don't remember. Я вот не помню. I remember a golden lingam which Swami once took out. He showed to everybody. Я помню вот золотой лингам, который сотворил с вами. And I don't think it was given to anybody. И я не помню, чтобы его кому-то давали. But which year, I don't know. Что с ним произошло, я не знаю. Это вы о первом говорите? Это о каком-то. Она просто делится. Я еще хочу спросить, есть ли у вас экспириенс нахождения рядом с лингамом? Который с вами сотворил? Да, который был сотворен.
И вот его, как правило, клали там в тарелочку, в воду. Вот есть ли такой опыт? Usually, lingam was put on the saucer, on the table. Did you have the experience to be very near to the created lingam? Нет. Когда рядышком не было. It's 8:30. I think now you must have some prasada. Она говорит, я уже думаю, что... Налини говорит, я уже думаю, вы должны получить просад. Стало, посмотрите на нее. Everybody thinks that you are very tired. No, I'm not very tired. I'm concerned about all of you. Нет, говорит, я не устала, я просто беспокоюсь о вас. Правильно, в ашрам не попадете. I can talk all night about Swami. Я о нем могу Very с вами happily. могу говорить с радостью всю С ночь. утра до вечера. Мы вас понимаем. We understand you. We Thank you. understand your concern. Be safe. Yes, your loving care. So they are ready for prasad. Okay, so here we go. Who wants to? Кто хочет помочь на кухне? На Ну, раздачу, кто хочет? что Девочки тут? молодые, Все уже красивые. неинтересно. А где что?